Привет, я Ира и добро пожаловать в влог интроверта. И сегодня я расскажу немножко об аргентинских марках. И начну, пожалуй, вот с такой вот марки 2021 года. Она была выпущена 7 октября 1921 года. И на ней неофициальный, но, пожалуй, самый красивый символ независимости Аргентины. Это девушка в легком платье олицетворяет молодую на тот момент Республику Аргентину. К 1921 году республике было чуть больше 100 лет. Выпущена же эта марка была в серии из 4 штук к Панамериканскому конгрессу. Всего это было 4 марки разных цветов с одинаковым дизайном. Смысл этого первого Панамериканского конгресса, идею которого, кстати, и его название придумал Симон Боливар, главный борец за независимость бывших испанских колоний от своей метрополии. Собственно, смысл этого форума, этого собрания стран Южной Америки был в том, чтобы наладить между ними диалог и в том числе освободиться от своей метрополии. На этой марке мы видим девушку, которая раскрывает руки и с полным доверием ждет, что к ней будут также с доверием относиться. На заднем плане мы видим пояс, который говорит о том, что страна готова идти вперед. Ну, а в руках у нее письма как связь между странами, что Аргентина открыта и готова общаться. Аргентина вообще очень любит изображать эту свою аллегорию на независимость не только на марках, вот, например, как вот на этой, выпущенной в 1901 году, также на бонах, на монетах. Символу аргентинской независимости часто ставят памятники. Один из самых известных, наверное, стоит в Буэнос-Айресе на Майской площади, но о нем чуть-чуть попозже. А еще интересный факт. Вот у этого символа, у Аргентины, нету имени собственного. И аргентинцам, конечно, это не мешает любить свой символ свободы и независимости, но это и немножечко его отличает от других подобных аллегорий. Ну, например, во Франции у их символа независимости есть свое имя, они называют ее Марианной. Вот на этой вот марке 1901 года мы тоже видим символ Аргентины, символ ее независимости. Аллегории на эту же тему, но уже девушка более воинственная. Именно такой образ мы можем увидеть на главном памятнике Аргентины, на одном из старейших памятников, который расположен на Майской площади в Буэнос-Айресе. Там вот эта вот девушка стоит с щитом и мечом, говоря о том, что, если что, она готова защищаться. Один из старейших и самый высокий памятник в городе. Девушка смотрит свысока на проходящих мимо нее горожан и туристов, немножечко с грустью или даже скорее с тревогой за свою землю. Ну и на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. Еще увидимся в влоге интроверта.